Если иллюзия рассеивается при свете Ояхо, а материя при рассеивании образует сгустки, значит ли это, что сгустки и есть иллюзия? То, что называется иллюзией, на самом деле есть гармонизация хаоса. Хаос для чувств. В этом смысле абсолют для человека – хаос. А иллюзия представления этого абсолюта есть явление человеческой природы. Поэтому все человеческое есть иллюзия, какое бы представление ни было об абсолюте. Поэтому мудрецы об абсолюте ничего не говорят. А сгустки, как сказано в комментариях, есть не что иное, как отец-матерь, символизирующие собой зародыши жизни. Единая структура материи рассеивается и образуются семена будущих миров. Это и есть сгустки, как причины будущего мира. Иллюзия рассеивается при свете знания истины. Можно ли сгустки назвать тенью? Можно назвать сгустки отражениями света. Сгустки – это первичная дифференциация, звездное вещество, и оно не может быть тенью. Хотя все есть отражение абсолюта, но отражение не есть тень. А при полном внутреннем отражении происходит истинное единство всего сущего. Это и есть братство, великая идея для эволюции человечества. Если свет остается, и корень остается, и сгустки, то где именно они остаются? Свет остается, корень остается, и сгустки остаются в беспричинной причине всего. Свет, корень и сгустки остаются в свете Ояхо, который есть космическое движение или сила, которая им движет, которая молчаливо принимается как божество, но никогда не произносится. Если появились первые 7 лучей Ояохо, значит, создался новый мир? Что это за мир? Когда появляется 7 лучей, то создается мир разума и творчества. Этот мир семеричен в силу групп сознаний, иерархического начала. Но пока в третьей станции пятой шлаки эта потенция номинальна. 7 лучей Ояхо – это внутренняя сила мысли. Первых 7 лучей образуют энергию высочайшую. И эта мысль есть космос. Пространство является бескорним корнем всего. А как это понять? Пространство, как бескорний корень всего, есть не что иное, как плод. Плод предыдущей Манвантары. Все сущее и несущее пребывает в пространстве, в латентном состоянии, либо в активном. Бескорний корень всего – это и есть Ояхо. Он семеричный корень, от которого все происходит и распространяется потоком световых сочетаний беспредельно. И все-таки, как растет корень? Корень растет сверху вниз. Корень растет проявлением ствола, ветвей, листьев и плодов. Ствол – это сознание, ветви – разум, листья – мысли, а плоды – действия. Тройственное произношение Ояхао означает разум. А тогда что означает произношение в 1 и 7 слогов? Троичное произношение Ояхо символично и отображает сущность 3 сфер – миров, планов, тел и так далее, тройственную природу – воли, разума и чувств. Единое произношение складывает понимание и единство всего сущего. Семеричное произношение дифференцированного единства предоставляет различную корреляцию электричества или энергетического потенциала, шакти или природы вещей. Ояхо в едином произношении – это белый луч, отражение света абсолютного. В тройном произношении – корень этого света или основа каждого мира, причина возникновения 7. А 7 – это первый мир.
Основная мысль Шлоки, как я понял, о Яхоо един. С чем он един? И что дает это единство для дальнейшей эволюции? Ояохоо един с вечной жизнью. И это единство с вечной жизнью дает понимание небытия как бытия. Един значит неразделенность всего живущего и имеющего бытия в активном или пассивном состоянии. Эволюция в проявлении единой жизни, вечно сущего единства, в котором бессмертное дыхание не погибает в существах, а проявляется в свою очередь разумом. Ояхоо един в выдохе бессмертного дыхания. Как проявляется единая жизнь? Через жизнь и сознание проявляется единая жизнь. Единая жизнь проявляется множеством дифференциаций, индивидуальной ключевой нотой звука, света, цвета, свойствами и качествами разума, сознания и воли. Когда материя обретает качество лученосности? Материя обретает качество лученосности в том случае, когда происходит осознание. Материя обретает качество лученосности тогда, когда она готова отразить абсолютный свет. Ключевая нота пятой расы – соль. Как это возможно использовать в своей жизни? На ноту соль созвучит наша самодеятельность, которая проявляется духоразумением. Нота соль, как символ, соответствует пятому принципу – звучание, вибрации высшего манаса, а возможность в жизни проявляется разумными действиями. Кто купается в свете Ояхоо, никогда не будет обольщен покровом Майи. Кто эти счастливцы, кто развивается вне Майи? Те счастливцы, которые развиваются вне покровов Майи, освобожденные которые приобрели эту свободу в Майе. Одухотворенный разум становится единым с разумом космическим и становится бессмертным, как в проявлении космическом, так и в человеческом. Разум не может быть обольщен покровом Майи. Он может даже выходить за пределы Брахмы, устремлением и любовью к абсолютной истине. Если молекулы являются материальными посредниками для восприятия импульсов извне и передачи их центрам, Ояхоо проявляется в физическом мире. Ояхоо есть космический человек, а простой человек является собой это Ояхоо через свою просвещенность. Он житель Земли, он проявляется на Земле, выявляя свойства и качества этого высшего света. Нирвана достигается только на Земле. Материальные посредники для передачи импульсов действуют через зрение, слух, обоняние, вкус. Это индрии. Ояхоо – это сила импульса, которая дается в начале манвантары, в начале круга или в начале расы, индивидуальной ключевой нотой. Самосознание Архата и Амрита олицетворяют бессмертие. Возможно ли человеку в будущем стать бессмертным? Бессмертие есть состояние сознания, которое осознало бытие и небытие, сад. И это возможно в устремлении духа достичь этого понимания. У людей тонкое тело почти уже оформлено, но ментальное оформлено лишь у избранных. Это есть сохранение сознания, полного достижения сознательного существования во всех сферах, во всех оболочках. Как только человек обретает созвучие, то есть психической энергией он может настроить свои чувства с вибрациями высшими, он может извлечь божественную гармонию и стать бессмертным. Нота соль
соответствует голубому лучу Юпитера. Значит ли это, что представители пятой расы имеют больше возможностей проходить следующий этап эволюции на Юпитере? Голубой луч, символизированный нотой соль, говорит прежде всего о чистоте души, чистоте помыслов, чистоте мыслей, чистоте чувства, чистоте сердца и чистоте духа. Как только достигается эта чистота, то магнетически человек притягивается к Юпитеру, Венере или на более высокие цивилизации человечества тех планет, которым присуща эта чистота души. Через созвучие этого луча больше возможностей стать разумными. Это и есть выполнение задачи пятой расы. Низший манас освещается высшим манасом через чистоту мысли. Так укрепляется нить Антахкараны, этой неприкосновенностью чистоты, кольца не приступи. Ведь люди могут достигать прозрения лишь чистым сознанием. И слово, сказанное от сердца носителем светлой ауры, перерождает человека, прикоснувшегося к нему. Как каждый из 7 лучей становится сам семеричным. Точно так же, как Космогенезис объясняет, когда единый становится семью. При дифференциации мощью Фахата. Эта мощь Фахата проявляет вечную жизнь через коррелянты этого единого луча. Коррелянтов 7. Эти коррелянты в человеке отражены центрами. Поэтому человек сам в себе един, троичен на плане своего сознания и семеричен на плане своих проводников. Так единый луч становится семьей. А эти проводники служат для проявления вечной жизни. Каждый из 7 становится семеричностью, когда готова лучшая форма для проявления. Эти 2 семеричности приводят в созвучие микро- и макрокосму, внутренние и внешние силы. Так звучит Ом Мани Падма Хум. Нужно позволить чистой энергии действовать и не затруднять ее потока. Нужно полюбить движение эволюции. В ней понимается вечность.